Дорогие друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня третий урок. Он будет посвящен Fiddler Everywhere. Итак, давайте приступим. На прошлом занятии мы рассматривали, как устанавливать Charles Proxy, установили Charles на Mac OS и заснифали трафик с iOS симулятора и iPhone. Сегодня на уроке мы установим Fiddler Everywhere, поговорим о том, в чем отличие Fiddler и Чарльза, заснифаем трафик с браузера на Mac OS и заснифаем трафик с iOS устройства через Fiddler. И на четвертом уроке я планирую показать вам, как устанавливать Fiddler Everywhere на Windows и заснифаем трафик с Android устройства. Итак, я накидал себе небольшой план, которого мы будем, как всегда, придерживаться. И вначале я бы хотел рассказать вам о отличиях версий Fiddler. Заходим для этого на сайт telerik.com Fiddler. И тут мы можем ознакомиться со всеми продуктами, которые на данный момент выпустила компания Telerik. Я бы хотел остановиться на первых трех, а точнее Fiddler Everywhere, Classic и Jam. Если мы говорим о Fiddler Everywhere, этот продукт появился относительно недавно, в 2020 году. И его основное отличие от Fiddler Classic, помимо его пока что урезанного функционала, это то, что он подходит как для Windows, так для macOS, так для Linux, в отличие от классического Fiddler. Также Fiddler Everywhere, в отличие от Classic, является платным инструментом, однако имеет триальную версию на 30 дней. Платная подписка стоит на Fiddler Everywhere $10 за подписку на 1 месяц. Если сравнивать с Чарльзом, то это выходит дешевле, потому что Чарльз, насколько я помню, $50 идет одна лицензия, но в одну лицензию входит 4 девайса. По поводу Fiddler Jam. Это также инструмент, который достаточно полезен, он новый. Его можно использовать в тестировании. Однако, я думаю, поговорим о нем в каком-то отдельном ролике, потому как я уже сказал, продукт достаточно интересный и заслуживает отдельного внимания. В компании Telerik есть документация, достаточно развернутая на свои продукты, в том числе и на Fiddler Everywhere. Здесь вы можете найти большинство из тех вопросов, которые могут у вас возникнуть в процессе установки данного инструмента и в процессе работы с ним. Я столкнулся с такой штукой, что у меня не хотел расшифровываться трафик в Fiddler Everywhere с мобильных девайсов на Android платформе. После того, как я прочитал документацию, я нашел решение. Также я полазил по форумам, где ребята имели схожую проблему. И в документации было написано о том, что необходимо обновить плагины. И, скорее всего, проблема исчезнет. Однако, после того, как я скачал файл по обновлению плагинов, он был в формате .exe, то есть на винду. Такого же файла в формате DMG не было. И это наталкивает на мысли, что пока что немножечко сыроват. Возможно, в дальнейшем он будет допиливаться. И вот такие нюансы, как возникли у меня с Android, они будут постепенно исчезать. Также стоит отметить, что Fiddler Classic функционал гораздо шире, чем Fiddler Everywhere на данный момент. Но Fiddler Everywhere с 2020 года, с версии 1.0, уже запилила версию 3.0.1, допилила кучу фич, и я так думаю, что будет активно развивать свой продукт. Поэтому посмотрим. Сегодня мы скачаем Fiddler Everywhere, и наша основная цель — это установка Fiddler Everywhere на наш
компьютер, на нашу Mac ось. И вторым пунктом мы заснифаем трафик из нашего браузера через Fiddler Everywhere и попробуем заснифать трафик с нашего iOS устройства, также используя Fiddler Everywhere. Ну что, поехали! Итак, переходим в Google, забиваем Fiddler Everywhere. Переходим на сайт telerik.com и видим Download Free Trial. Нажимаем. Нажимаем на Fiddler Everywhere. Вводим наш email. Страну. Галочку Accept. Download for OS. Итак, наш фидлер скачался, запускаем его. Читаем лицензионное соглашение. Соглашаемся. Наш фидлер. Мы видим, у нас открылось окошко. Открываем. Вводим наш e-mail. И мы видим, что Fiddler нас приветствует. Какой-то тут небольшой анбординг есть. С этим вы можете ознакомиться, сами скачав и установив данный продукт. Я его закрою, так как целью моего видео является только установка. Итак, мы видим, что побежали какие-то запросики. Они у нас не расшифрованные. Перейдем в браузер. Чтобы было видно, что Fiddler сразу начал отслеживать наши запросы через протокол HTTP. Давайте попробуем удалить все, что у нас тут есть. Перейти в браузере, к примеру, на какой-нибудь сайт. Давайте перейдем на Rambler. И мы видим, что активно побежали наши строчечки. Что же делать с тем, что наши запросы не расшифрованы? Нам необходимо установить сертификат так же, как и в Charles Proxy. Для этого необходимо перейти вот в эту шестеренку Settings в правом верхнем углу. И мы видим, что наш сертификат не установлен. Он подсвечивается красным кружочком. Для этого нажимаем Trust Root сертификат, вводим наш пароль, и мы видим, что Fiddler Root сертификат успешно добавлен. Далее нам необходимо проверить, действительно ли установился наш root сертификат. Перейдем в наш Keychain. И да, мы видим, что у нас появился сертификат Fiddler. Также у нас с прошлого урока остался сертификат Чарльза. Закрываем. И необходимо провести первоначальные настройки, которые нам будут необходимы. Нам нужно отслеживать HTTPS трафик, наш зашифрованный секьюрный трафик, поэтому ставим здесь галочку. По поводу ставить галку или нет в игнорировании ошибок сертификата, я бы посоветовал почитать вам документацию. Там написано про настройки, которые необходимо производить в
фидлере. Я поставлю здесь галочку с игнорированием, потому как в документации я прочитал, что могут быть некоторые ошибки именно на Mac OS. Дальше смотрим Connections и видим порт 8866. Порт отличается от стандартного порта 4 восьмерки, от того порта, который мы устанавливали при настройках сети в Чарльзе. Запоминаем, у нас будет порт 2 восьмерки, 2 шестерки. Кстати, этот порт уникальный для Fiddler Everywhere, потому что Fiddler Classic там идет 4 восьмерки. И также мы будем подключать удаленно наше мобильное устройство к Fiddler, поэтому нам необходимо поставить галочку тут Allow Remote Computers to Connect. И видим какая-то фича бетовская, на ней мы галочку устанавливать не будем. Дальше пробежимся по остальным настройкам. Здесь менять ничего не будем. Оставляем все по дефолту. Тема, оставим пока светлую. Итак, мы установили наш сертификат. Он у нас подсвечивается синеньким плюсиком. Если бы сертификат у нас был не доверен, то так же как и с Чарльзом, заходим во вкладочку Trust, с Never Trust на Always Trust и выходим. Таким образом мы подтверждаем то, что мы доверяем данному сертификату. Итак, нам необходимо нажать на вот эту вот надпись Enable HTTPS Now для того, чтобы наш трафик расшифровывался и мы видели наши HTTPS секьюрные запросы. Нажали, обновим еще раз нашу страничку, очистим поле, перейдем в браузер. Давайте обновим наш Rambler. И действительно, мы видим, что запросики наши побежали уже с HTTPS запросами. Тут появились какие-то реквесты, респонсы, какие-то HTML файлики. Можем раскрыть, посмотреть какие-то бади. С тем, как тестировать, это будет в следующих уроках. Пока в целях ознакомления мы просто устанавливаем Fiddler Everywhere на наш MacBook. Итак, все работает. Вторым нашим пунктом было установить связь между нашим iPhone и нашим Fiddler Everywhere, для того, чтобы заснифать трафик именно с мобильного девайса. Давайте это сделаем. Для этого я подключу свой мобильный девайс к компьютеру. Итак, мы видим, что наш iPhone появился у нас на экране. И так же, как и в работе с Чарльзом Прокси, нам необходимо провести две процедуры. Первая процедура — это настроить сеть. Вторая процедура — это установить сертификат для перехвата нашего HTTPS трафика и для его расшифровки. Входим в Wi-Fi на нашем мобильном устройстве. Нажимаем Wi-Fi Settings. В самый низ. Находим HTTP прокси, конфигурация прокси. Переходим. Мы видим, что наш прокси находится в автоматическом режиме. Нам необходимо его перевести в мануальный режим. Ставим галочку «Мануал». Так же, как и в Charles Proxy, у нас открываются поля, где нам необходимо ввести IP-адрес и порт. Сразу введем порт. Мы помним, что Fiddler Everywhere стандартный порт у нас 8866. Не 4 восьмерки, а 8866. И нам необходимо достать IP-адрес, по которому мы будем стучаться. Для этого переходим в наш Fiddler Everywhere, наводим на Connect. Итак, мы видим наш IP-адрес 192.168.133. Записываем этот IP-адрес, либо запоминаем его. Возвращаемся к нашему мобильному устройству. И заполняем сервер. Вводим 192, 168, 133. Сохраняем.
Итак, настройки сети мы произвели. Теперь нам необходимо удостовериться в том, что все хорошо. Давайте еще раз перейдем в Wi-Fi сеть. Wi-Fi Settings. Да, наша конфигурация прокси переведена в мануальный режим, все хорошо. Заходим в браузер на телефоне. Нам необходимо скачать сертификат. Для этого переходим в строку браузера и вводим наш IP-адрес 192.168.133. Это тот же IP-адрес, который мы видели вот здесь у нас в Fiddler во вкладочке Connect. После того, как его ввели, нам необходимо ввести двоеточие и порт 8866. Переходим. Итак, мы видим ошибочку. Safari не хочет у нас производить Connect. С чем это может быть связано? Давайте перейдем в настройки. И мы видим, что у нас не стоит галочка Allow Remote Computers to Connect. Ставим ее. Это обязательно. Сохраняем. Переходим на наш девайс еще раз и обновляем сертификат. Переходим по второй ссылочке. Fiddler просит нас согласиться с тем, что мы хотим скачать сертификат профиля. Нажимаем Allow. Видим, что наш профиль успешно скачиваем. Закрываем. Теперь нам необходимо перейти в настройки телефона. Заходим в Settings. Во вкладку General, общее. Переходим во вкладку Profile. И видим, у нас появился сертификат Fiddler, профайл Fiddler, но он не верифицирован. Нам необходимо его верифицировать. Устанавливаем. Вводим наш пароль от девайса. Нажимаем Install. Видим, наш профиль верифицирован. Нажимаем Done. Возвращаемся в вкладку General и скроллим на самый верх. Входим во вкладку About. Переходим. Скроллим в самый низ. Переходим во вкладку Certificate Trust Settings. Открываем ее. И нам необходимо перевести наш тогл в активное состояние. Сертификат установлен, и нам необходимо ему довериться. Continue. Нашу сеть, мы установили наши сертификаты. Теперь должно все работать. Давайте попробуем обновить наше поле. Удалим все, что тут есть. И попробуем перейти в наш браузер. Давайте попробуем перейти в Google. И да, мы видим, наши запросики расшифровываются, и они побежали. Как мы видим, в браузере у нас все работает. Давайте попробуем перейти в какое-нибудь приложение и посмотреть, будет ли снифаться трафик из приложения. И да, мы видим, трафик снифается и из приложения также. Какие-то тут запросы к Фейсбуку, какая-то API-шка. Более подробно о том, как можно тестировать трафик, который мы снифаем через наш телефон, мы поговорим в следующих уроках. И очень важный момент. После того, как мы поработали с нашей сетью, нам необходимо вернуть ее настройки, чтобы наш Wi-Fi работал. Для этого нам необходимо перейти в Wi-Fi Settings. Нажимаем на нашу Wi-Fi сеть. Скроллим в самый низ. Находим вкладочку HTTP Proxy, конфигурация прокси. Она у нас стоит в мануальном режиме, в ручном режиме. Нам ее необходимо перевести в автоматический режим. Ставим галочку, сохраняем. Итак, дорогие друзья, третий урок подошел к концу.
На нем мы поговорили о том, как устанавливать Fiddler Everywhere на macOS, заснифали трафик из нашего браузера и также заснифали трафик с нашего мобильного девайса на iOS-платформе. В следующем уроке я расскажу вам, как устанавливается Fiddler Everywhere на Windows, и мы попробуем заснифать трафик с Android-устройства. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.